Я пришла в школу по рекомендации подруги, которая проходила в школе типологию личности. И эти консультации она проводила и проводит просто вот великолепно. И у меня были поданы документы в государственный вуз, и в первый день экзамена я пришла и забрала их у комиссии и выбрала вас. Это мое первое обучение в сфере психологии, и я не жалею. Я очень рада, что я выбрала вас, потому что государственные и другие вузы, они меня смущали тем, что люди не практикуют. Я в восторге, конечно, от работы, от профессии, от всего пространства, которое здесь происходит. Здесь я получил, конечно, такой мощный фундамент, на котором сейчас я чувствую, что я стою крепко, я могу консультировать, я могу зарабатывать, и уже с середины примерно обучения пошли потихонечку первые клиенты. И этот год, мне кажется, это прям колоссальная трансформация произошла, потому что от неуверенной девушки, мне кажется, что я что как будто у меня так сильно окрепла внутренняя опора от нашей вот этой годовой работы в практике, группы. Аналитическая психология стала, вот уже здесь много говорили, но это действительно такая фундаментальное знание, на которые можно нанизывать вообще все, что угодно. Вот просто листок взял, и ты уже можешь что-то из этого, какой-то метод родить, потому что ты понимаешь суть. Когда я сюда пришла и открыла для себя эту просто неимоверную возможность развиваться и посмотреть, что, где, как, вообще во всех в разных группах, это просто что-то колоссальное было, и я поняла, что у меня есть уже внутри свое личное внутреннее творчество. То есть все, что за это время приобреталось здесь, все сложилось такой, знаете, свой ящичек, который открываешь, и он уже твой, он какой-то твой авторский, и он уже рабочий. И это очень классно. Очень нравилось и нравится, как все в школе структурировано, как все построено, сам процесс обучения. И то, что мы в малых группах сразу занимались, практиковали, это дало мне возможность впервые в жизни сразу знания применять на практике. Потому что до этого у меня была такая, я получаю знания какие-то, прохожу курсы, какое-то обучение, а когда коснется дела к применению, я такая, опс, боюсь. Вот это сочетание теории и практики – это большая находка. Большая находка в учебных заведениях, это нигде такого нету. И, конечно же, вся теория, она имеет свойство забываться, а когда ты начинаешь применять тут же, это очень здорово. Было страшно брать клиентов очень, но был такой момент, когда у меня было 10 клиентов. Это было на 4-м месяце обучения, да. Я начала практиковать после 3-го модуля. У меня такой пунктик был сначала получить документ, а потом брать платных клиентов. И у меня 10 мая был сертификат, 11 уже была первая клиентка, и мы сейчас с ней полгода в терапии. Она говорит, надо отметить. И все клиенты мои, которые у меня сейчас есть, постоянные, они приходили все у меня по сарафанному радио. Вы говорили, что после 3 месяцев можно уже работать. И у меня так получилось, что после 3 месяцев обучения я в Инстаграме начала заявлять о себе как о психологе, и ко мне обратился совершенно посторонний мужчина. И мы с ним 3 сессии провели, он сделал перерыв, и где-то с июня до сего дня он у меня в терапии еженедельно, и мы прям такая уже, мне кажется, хорошая, длительная профессиональная работа, что, конечно же, повлияло на мой внутренний рост. Было, знаете, было сложно, но если тебе сложно, и ты продолжаешь идти в этом направлении, я уже не помню, как называется эта шкала, вы когда-то давали, что бывают подъемы, спады, и главное не бросать, главное продолжать. И я вспоминаю эти слова, я думая об этом всем, продолжала, и думаю, боже, какое счастье, что я не остановилась. 5-й месяц у меня уже были свои клиенты, и ко мне приходили те клиенты, которые я как нашла себя, и приходили те девушки, те женщины, которые тоже искали себя. И я нашла это. Я даже много себя наблюдала за своей работой, за своими клиентами, которые ко мне идут. И все они
такие, как я. Недавно на одной из групп коллега сказала, что у меня какое-то счастье прямо, когда я взаимодействую с клиентами, у меня счастье. Вот у меня похожее состояние, я ее очень понимаю. Благодарю за такое огромнейшее количество практики. И как раз именно этот фактор для меня был основным, когда я определялась, государственная или ваша школа. Это энергетическое поле, вот эту заботу кураторов, чувствовалась ваша забота и в целом очень такой профессиональный подход. Год был очень длинный, такой насыщенный. И здесь даже трудно сказать, что так повлияло на меня, потому что у меня была и личная работа, и маркетинговый модуль. Сегодня был тоже выпускное подведение итогов. И там тоже вот эти вот уроки, я брала VIP-пакет с коучинговыми вот этими группами. И все это прям как пазлики меня собирало. Сейчас на выходе, я вот еще хочу сказать, что я когда из УПП ушла, мне тогда даже сложно было подумать, что я хочу быть психологом. А сейчас я уверенно говорю, я психолог. Как будто так и надо. То есть у меня нет внутри, что ой, ну я же еще там что-то не знаю, мне же еще надо. Вот эта уверенность, как в специалисте, и уверенность, что в моей жизни дальше будут проходить трансформации, и я приду к той картинке, которая у меня уже в голове складывается, вот она стопроцентная. Мне кажется, это самое важное, с чем я выхожу из школы. Профессиональные знания плюс вот эта личная трансформация. Вот эти возможности знакомиться и с другими направлениями, и со специалистами, и с людьми, кажется, это вообще просто такая система бесценная. Прям спасибо, благодарность огромная. Культура обращения к психологу, она все-таки развивается, и больше взрослых понимают, что идти к психологу, это со мной все нормально, я не псих. Можно за 1 год получить очень глубокие знания, очень доступным языком, именно в таком подходе, какой тебе вот импонирует, и по итогу, даже в процессе обучения, уже там чувствовать себя уверенно как психолог, то есть сказать, что я психолог, я могу это делать, и как бы не сомневаться в себе. Ну, я разобрался со своими состояниями, со своими комплексами, там, со своим эго, да, вот, ну, научился вот контейнировать. Очень много мне дала школа, именно понимание себя, именно то, что нужно полагаться на свои собственные чувства и ощущения, исследовать как раз-таки за своим интересом. Да, и даже в ходе всей этой работы, обучения, я для себя такой принцип жизни вывел, как бы, что, ну, лично для меня, что нужно делать то, что хочется, и идти на свой страх. И, соответственно, стал вот руководствоваться вот этим принципом. Благодаря нашему обучению появился очень такой большой вкус, интерес. Все то, что раньше обучалось, там, языки, экономика, все вот сейчас как-то вместе складывается в пазл. И ты видишь, как вот Стив Джобс говорил, да, что невозможно увидеть цель в будущем, а потом, когда смотришь назад, все дело, все как-то приобретает смысл, и ты вот понимаешь, как интересно действительно раскрывается путь. И вот, да, как сейчас все, что раньше казалось зачем, сейчас вот начинает интересно так оформляться. Поменялась не только я, поменялось все мое окружение. Я лечила всех своих близких родственников, друзей, и они действительно стали меняться, они стали менять свои семьи. И они говорят: Маш, это просто какое-то волшебство. Поэтому это вот, наверное, про то, что начинай с себя, и поменяется вокруг все. И я взяла вот ваше выражение как свою центральную идею, что мы ищем то, что у нас уже есть. То есть нам не надо открывать Америку, искать что-то, прокачивать какие-то качества, которых у нас нет. Надо просто вернуться к базовым настройкам и вернуться к себе. Огромное вам спасибо за мою уверенность, за то, что я легко веду сессии. И недавно я задала себе вопрос, на который ответила уверенно: я хороший психолог.